Если вы летаете на ЛРС, то рано или поздно вам потребуется его обновить. И именно этим я сегодня и предлагаю заняться, а именно обновлением ELRS приемников всеми доступными, по крайней мере известными мне на текущий момент способами. Всем привет! Не так давно вышла очередная версия ELRS, поэтому это отличный повод для того, чтобы обновить свои приемники и квадрокоптеры, ну и заодно записать на эту тему видео. Потому что на самом деле обновление ELRS приемников не самая сложная процедура, но практически во всех чатах периодически встречаются вопросы, как же обновить мой приемник, как обновить версию ELRS, что делать, если я его закирпичил и т.д. и т.п. Поэтому я надеюсь, что сегодняшнее видео закроет как минимум большую часть этих возникающих вопросов, по крайней мере у тех, кто его посмотрит. Ну а для того, чтобы его посмотрело как можно больше людей, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и оставить какой-либо комментарий. Прошиваться сегодня мы будем как традиционными способами через ELRS конфигуратор, который скачиваемый. Мы будем прошивать как через Betaflight Pass.ru, например, вот эти дрончики готовые. Также мы будем прошивать через Wi-Fi, мы будем прошивать через USB to TTL адаптер, и мы будем прошивать это все дело современным способом через WebExpress LRS конфигуратор, который относительно не так давно появился. Но прежде чем начать, я бы хотел сделать несколько небольших уточнений. Первое, все, что сегодня будет происходить, будет касаться Express LRS Serial приемников. Это приемники, которые подключаются к вашему контроллеру через UART. Даже если они распаяны на самом полетном контроллере, они все равно должны использовать UART подключение, занимать один из UART. По одной простой причине, SPI приемники таким способом просто не прошьем. Весь код Express LRS в SPI приемников зашит напрямую в коде Betaflight. Поэтому, чтобы обновить SPI приемник, нам необходимо прошить наш полетный контроллер новой версии Betaflight. Второе, на что я хотел бы акцентировать внимание, это то, что я буду прошиваться на Mac. Если вы используете Windows, вам потребуются драйвера. Какие конкретно драйвера, я точно сейчас прямо сказать не могу. Я попробую записать все, что найду в описании. Но если вы уже прошиваете, если вы настраиваете квадрокоптеры через Windows, то, скорее всего, у вас драйвера необходимо уже установлены. И, кстати, вы тоже в комментариях можете поделиться с коллегами, какие именно драйвера следует установить. Третий момент, о котором я хотел бы напомнить, о том, что если мы подключили наш полетный контроллер или если мы подключили наш USB to TTL адаптер к компьютеру и абсолютно не видим никаких новых появившихся портов, неважно Windows это или Mac, то скорее всего у нас проблема с кабелем. Как обычно, я рекомендую использовать OTG кабель, OTG переходник как минимум. OTG переходники стоят не очень больших денег, их не проблема найти на Али, да и в принципе наверняка в любом ближайшем компьютерном магазине вы тоже можете их найти. Я в свое время купил себе два переходника, они просто у меня висят, один на USB Type-C кабеле, другой на micro USB кабеле, и я просто без них не подключаю дроны и прочее оборудование к компьютеру в избежание непонятных ситуаций, когда что-то работает, когда что-то не работает. Во всяком случае, в такой ситуации я знаю, что если я что-то подключил и что-то не работает, то проблема наверняка уже на стороне железа. Ну и последний обязательно дисклеймер, поскольку мы начинаем что-то прошивать, поскольку мы начинаем вмешиваться в уже работающее наше оборудование, то все, что вы делаете на свой страх и риск. Если в процессе прошивки вы окирпичите ваш приемник, то это полностью ваша ответственность. Будьте внимательны, будьте осторожны. Но, кстати, в сегодняшнем видео я как раз буду показывать, как прошивать через UART, и этим способом как раз таки можно раскирпичивать случайно окирпиченные приемники, например, в которые вы залили совершенно неподходящую для него прошивку. И на этом моменте со всеми уточнениями, дисклеймерами мы закончили, и наконец-таки можно приступать к самой процедуре прошивки. Итак, поехали на стол. Ну и, кстати, первое, что нам потребуется перед началом прошивки, это понимать, какой именно приемник мы собираемся прошивать, его производителя и модель. Узнать это можно некоторыми способами. В некоторых случаях на самих приемниках можно увидеть как минимум его модель и погуглить. В некоторых случаях вы можете это дело просто помнить, что же вы покупали, если это не какой-нибудь нонейм. Еще один рабочий вариант — это подключиться к нашему приемнику через Wi-Fi и посмотреть, какая же в нем уже залита прошивка. Что мы можем для этого сделать? Для этого мы включаем наш приемник. Сейчас я запитаю его от USB Type-C. Он начал мигать. Через 30 секунд он замигает быстро-быстро. И это значит, что он поднимет Wi-Fi точку. Как подключаться к Wi-Fi, кто знает, хорошо. Кто не знает, я сейчас это дело покажу как раз. По умолчанию Wi-Fi поднимается через 60 секунд. Это время вам необходимо дождаться. Если, кстати, вы собираетесь прошивать какие-нибудь вот такие мелкие вупы, на которых тоже есть сериал приемник,
приемник, то не забудьте использовать вентилятор, потому что как только мы подадим на такой мелкий вуп питание даже через USB, встроенному VTX этого будет достаточно для того, чтобы начать работать. Насчет он работает либо на той мощности, на которой вы его оставили, либо если у вас переключение мощности по свечу, то на той мощности, которая соответствует положению свеча 1500. Поэтому обязательно не забывайте использовать вот такой вентилятор, чтобы не перегреть ваш VTX, пока вы ожидаете поднятия Wi-Fi. Вот Wi-Fi у нас уже поднялся, вот он замигал быстро. Теперь мы можем подключиться к нашей Wi-Fi сети, которая появилась. Открываем список доступных сетей и видим здесь Express LRS RX, то есть ресивер. Подключаемся к ней, используя пароль, если вы первый раз подключаетесь, пароль Express LRS маленькими буквами. После того, как вы подключили к сети вашего Wi-Fi приемника, открываем браузер, вбиваем здесь 10.0.0.1, переходим на этот адрес, и у нас ничего не прогрузилось. Нажмем «Обновить». Еще раз. Вот теперь у нас прогрузилось все нормально. Мы видим, что сейчас мы подключились к приемнику Happy Model EP1 и EP2 2,4 ГГц RX. Прошивка у меня здесь 3.5.4. Да, я обновлял его достаточно недавно. Но может быть случай, когда вот здесь, в этой строке, у нас будет написано какой-нибудь Generic 2.4 или какая-нибудь еще непонятная строка, то тут, конечно, вам уже придется поспоминать, что же вы покупали. Ну, а пока мы выяснили, что у меня прошивка Happy Model EP1, можно приступить действительно к самой прошивке. Отключаемся от подключенного Wi-Fi, потому что нам потребуется доступ в интернет. Прежде чем начинать прошивку через Betaflight Pass-Through, нам необходимо убедиться, что у нас приемник сконфигурирован в Betaflight. Заходим на вкладку «Порты». Видим, что он у нас здесь действительно назначен. Можете сейчас включить, например, вашу аппаратуру, подключиться к вашему квадрокоптеру, проверить на вкладке «Ресивер», что он у вас тоже есть. Ну или, по крайней мере, проверить, что у вас правильно выставлен тип приемника Serial View UART и тип Crossfire. На этом мы можем отключаться и закрывать Betaflight, потому что Betaflight, если оставить открытым, он может перехватывать порты. Запускаем Express LRS конфигуратор. Если кто-то не знает, где его скачать, я оставлю ссылку в описании. Вот он загрузился. Проверяем, что у нас последняя прошивка. Если, кстати, выбрать не самую последнюю, у вас будет вот здесь вот такое предупреждение, что доступна более новая версия прошивок. Выбираем самую последнюю. Помним, что у нас Happy Model. Здесь вбиваем Happy Model 2.4. Среди доступных таргетов выбираем EP1, EP2. Как раз таки это наш таргет. Выбираем тип прошивки через Betaflight Pass-Through. Дальше у нас опции, с которой будет собираться прошивка. У нас для работы в FCC нам необходимо выбрать 2.4 ASM. Если наш приемник должен работать в LBT, мы выбираем 2.4 LBT, соответственно. Но помню, что и аппаратура в таком случае у нас должна быть прошита тоже LBT версии прошивки. LBT имеет некоторые ограничения и предназначен для полетов в Европе. В разделе Network, который мы здесь видим, мы можем указать нашу Wi-Fi сеть, к которой должен будет подключаться приемник, чтобы мы каждый раз его не искали на 10.0.0.1 и не подключались к его Wi-Fi. Но этого мы делать не будем. Биннинг фраза — это ваша фраза, которую вы используете, одинаковая фраза, которую вы используете на вашей аппаратуре и на ваших всех приемниках, для того, чтобы приемники понимали, что именно ваша аппаратура сейчас вещает в эфир. Она должна быть одинаковая, это небольшой секрет, но тем не менее ее стоит помнить и не делать какую-нибудь простую раз, два, три, четыре, пять, потому что если вы будете летать не один, в компании друзей, чтобы ваши фразы случайно не совпали. Дальше мы просто выбираем вот здесь порт бетафлайтовский, который у нас появился. Напомню, что если вы это делаете под виндой и у вас здесь ничего не появляется, вам необходимо поставить нужные драйвера. Две опции: Erase Before Flash вы можете ставить, можете не ставить. Я вот сейчас поставлю эту. А опция Force Flash позволяет вам принудительно прошить приемник какой-то прошивкой, даже если он был прошит до этого другой. Например, вот эти самые EP1, EP2 по умолчанию прошиты непонятно какой прошивкой, и он просто не даст вам, например, обновить их правильной прошивкой, потому что там какой-то generic что-то там. Если вы точно уверены, что вы все правильно выбрали вот здесь в настройках, что это действительно Happy Model, вы можете поставить Force Flash. В большинстве случаев эту галку можно не ставить, это как раз таки защита от какой-либо случайной проблемы, если вы случайно тыкнули что-то наверху не то. Все, мы выбрали все необходимые нам опции и нажимаем Flash. Для этого нам требуется доступ в интернет, если мы эту прошивку ни разу не собирали.
Если собирали, то все нормально. И вот она уже пошла у меня прошиваться. Я немножко ускорил, как видите, за 15,8 секунд произошла прошивка. И на этом с этим квадрокоптером, с этим приемником я закончил. Теперь здесь у нас уже новая прошивка ELRS. Отключаем. Если хотите, можете зайти по Wi-Fi, снова проверить, что корректно вы прошились. Или же вы можете подключить вашу аппаратуру, зайти в раздел Other Device и увидеть там правильную версию вашего приемника. И это был вот один из способов прошивки ELRS через Betaflight Pass-Through. Этот способ подходит для уже собранных квадрокоптеров, которые полноценно настроены, на которых вылетали. И вот наступил момент, когда необходимо прошиться новой версии ELRS. Следующий способ, который мы будем использовать, это прошивка через Wi-Fi. Прошивать я буду вот этот маленький квадрокоптер на полетнике от Beta FPV-5 в одном, поэтому мне потребуется, естественно, здесь уже включить вентилятор. Напоминаю, не стоит включать мелкие вупы без дополнительного охлаждения. Если у вас нет вентилятора, подойдет и фен, который умеет дуть холодным воздухом, и какой-нибудь переносной вентилятор, которых полно на том же самом Алиэкспрессе, на батарейках. Главное, чтобы ваш квадрокоптер, ваш полетный контроллер и встроенный в него VTX получали достаточный приток прохладного воздуха в процессе своей работы. Иначе он перегреется и могут быть проблемы. Я не помню, какой у меня здесь установлен приемник, точнее, как он называется у Beta FPV. Поэтому, опять-таки, в любом случае мне придется залезть сюда через Wi-Fi. Можно еще зайти на сайт Beta FPV, посмотреть, какой же таргет для LRS у этого приемника должен быть. Но поскольку прошиваться мы все равно планируем через Wi-Fi, попробуем подключиться и посмотреть. Прошла минута, приемник быстро заморгал, подключаемся, значит, к созданной им точке. Переходим на вкладку 10.0.0.1 и видим, что нам потребуется таргет Beta FPV 2,4 ГГц IO RX. Из неудобного сейчас нам опять потребуется отключиться от Wi-Fi. Отключаемся от Wi-Fi, подключаемся к нашей нормальной сети, для того, чтобы снова наш ProSLRS мог подгрузить все таргеты. Здесь уже ищем Beta FPV 2.4. Beta FPV 2.4 IO RX. Вот он как раз таки и есть. Прошиваться мы собираемся через Wi-Fi. Ставим здесь опцию Wi-Fi. Вот эти опции по умолчанию Express LRS конфигуратор запоминает. Поэтому здесь у меня осталась моя же биннинг фраза и здесь установленный мой FCC режим. В экшенах можно попробовать подключиться к Wi-Fi, но это хорошо только когда вы находитесь в одной сети, когда уже ваш приемник подключается к вашей домашней сети. И в этом случае, да, вы здесь можете вбить его IP-адрес и к нему подключиться. Я же просто сделаю билд, соберу эту прошивку. Вот она собралась, и у меня открылось окно с ней. Скопирую ее куда-нибудь, например, на рабочий стол, чтобы потом не искать. Опять подключаемся к Wi-Fi. Проверяем, что страничка 10.0.0.1 у нас прогрузилась. Здесь тоже есть некоторые опции, которые вы можете потом посмотреть, поизучать, но сейчас они нам не требуются. Нам требуется перейти на вкладку Update. Как вы видите, нам тут пишут, что не надо декомпрессить, unzipить, экстрактить файл firmware bin.gz. Используйте его так, как есть. Выбираем как раз его. Вот он у нас, берем. Как видите, прошивка произошла достаточно быстро. Нам пишут, что обновление завершено. Пожалуйста, дождитесь, пока LED начнет нормально мигать, прежде чем отключать питание. LED у меня уже мигает. Питание я могу отключить. Итак, второй вариант прошивки через Wi-Fi уже тоже мы прошли. Выключаем наш дрон и переходим к следующему варианту прошивки, а именно через USB to TTL адаптер. Вы можете где-нибудь встретить вот такие вот данглы, которые называются ELRS Recover или еще что-то там. Стоят они 10-15, а то и больше долларов. И эта вещь совершенно вам не обязательная. На самом деле здесь внутри просто обычный USB to TTL адаптер, который вы можете за $1,5 найти на Алиэкспрессе. Что бы я вам единственное советовал приобретать вместе с ним сразу, это не только набор кабелей, но и вот такую приблуду, не знаю, как она зовется, это мягкая гребенка, которой вы можете просто надавить куда-то, в руку больно.
которую вы просто можете прислонять к вашим контактам. Вот достаточно хорошо она гуляет для того, чтобы обеспечить плотное соприкосновение и чтобы ваши контакты из-под нее не убегали. Также можете купить ардуиновскую платку, которая вот это борт белый, и спокойненько использовать через нее. Но, в общем, в любом случае приобретать и тратить 10-15 долларов вот на такую вещь не обязательно. Это обычный USB to TTL адаптер. Прошивать таким способом можно как просто приемники, которые у нас ни к чему не подключены. Ну и, соответственно, раскирпичить приемник можно точно таким способом. Если вы случайно залили в приемник неподходящий файл прошивки, и все, он вам никак больше не доступен, никак не реагирует ни на аппаратуру, не поднимает Wi-Fi, ничего, то вот этот способ прошивки через UART вариант раскирпичить ваш приемник. Если вы, конечно, нашли подходящую версию прошивки именно под него. Итак, что нам потребуется? Нам потребуется наш USB to TTL адаптер. Подключаем его к компьютеру. Напоминаю, что если вы это делаете на Windows, вам необходимо скачать драйвера. Драйвера под ваш адаптер вам необходимо будет найти самостоятельно. Какие-то варианты я попробую найти и записать в описании, но не гарантирую. Что вам здесь необходимо и важно помнить? Многие USB to TTL адаптеры имеют либо джамперы, либо переключатели между выходными 5 вольтами и 3 вольтами. Вам необходимо выбрать 5 вольт и правильно соблюдать распиновку. Желательно иметь цветные кабели и подключать их в соответствии со стандартной маркировкой. Черный — это земля, красный — это питание, TX-RX — это вам любой подходящий. Для того, чтобы на втором конце вам не запутаться и случайно не подключить 5 вольт совершенно не туда, куда нужно на вашем приемнике. Итак, мы подключили к компьютеру наш USB to TTL адаптер. У нас лежит на столе плотно, желательно, чтобы не двигался лишний раз наш приемник, который мы будем прошивать или раскирпичивать. Мы нашли, что это за приемник. Я знаю, что сейчас у меня в руках Радиомастер XR1. На всякий случай я подключаю, кстати, к приемникам антенны, когда даже вот их прошиваю, потому что приемники, они все-таки немножко и передатчики. У них есть телеметрия, при этом у многих достаточно большая мощность на передачу телеметрии обратно, то 100 милливатт, некоторые там 200-300 милливатт. Поэтому я предпочитаю подключить антенну, ну, просто на всякий случай. Я абсолютно не уверен, что в этот момент он что-то передает, для просто гарантии. Если у вас есть такая возможность, тоже подключать антенну, хуже, по крайней мере, от этого не будет. Итак, мы знаем, какой у нас в руках приемник. У меня XR1. Открываем наш Express LRS конфигуратор. Переходим на главную вкладку. Выбираем здесь Радиомастер. Радиомастер XR1 Dual Band RX. Выбираю UART Serial. Это двухдиапазонный приемник, поэтому можете обратить внимание, что у нас немножко изменились девайс опшены. У нас появилось здесь как 2.4 стандартный наш ESM, так и добавился 915 или 868. Выбираем используемый нами вариант. Я выберу 915 FCC. Биндинг-фраза наша сохранилась. Ну и, соответственно, здесь выбираем порт, соответствующий нашему USB to TTL адаптеру. Выбираем его. Теперь что надо сделать? Как я уже сказал, нам необходимо найти распиновку на этом маленьком приемнике, увидеть, где у него плюс, где минус, где TX, где RX. У меня минус будет сверху, 5 вольт будет вторым сверху, ну и, соответственно, TX и RX будут ниже. И подключаем наш USB to TTL адаптер каким-либо образом к этим контактам. Если у вас под рукой паяльник, вы можете просто запаяться. Если вы приобрели какую-нибудь такую вот штуку с контактами, можете использовать ее. Главное, опять-таки, обратите внимание, что вы правильно запиновались. У меня черный провод здесь соответствует граунду, соответственно, здесь черный тоже соответствует граунду, и я его буду прикладывать на граунд. Ну, а RX TX здесь мы, соответственно, делаем, как обычно, крест-накрест. RX нашего дангла мы подключаем на TX приемника, и TX нашего дангла мы подключаем на RX приемник. Еще один момент. У этого приемника, например, есть кнопка для перехода в boot режим. Да, для того, чтобы прошиться через UART, нам необходимо отправить его в boot мод. У некоторых приемников, например, уже упомянутого сегодня Happy модуля EP1, boot мода кнопки нет, зато у него есть два пина, которые надо запаять. Этот приемник, он очень мелкий, они у него даже никак не подписаны, но тем не менее, если вы найдете схему, вы увидите, что у него есть два пина, которые мы должны запаять для того, чтобы он при подаче питания попадал
попадало в свой бутлодер. Запаем эти два пина, далее прошиваемся. По окончании прошивки, после того, как мы его отключили от питания, уже снова их распаиваем, разъединяем и все. Ну, а я для удобства буду прошивать вот этот приемник с кнопкой. Мы нашли, где у нас минус, где плюс. Зажимаем кнопку. И соединяем наш USB to TTL адаптер с контактами нашего приемника. Если мы все сделали правильно, то вот этот конкретно приемник не подает никаких признаков жизни, на нем не начинает мигать лампочка, ничего. Если мы не нажали кнопку, если мы кнопку не прожали, на нем замигает лампочка, и он будет в обычном загруженном режиме. Но у меня все так, как надо. Выбираем Silicon Labs и нажимаем Flash. Все, подключился, загрузился, пошла прошивка. В этот момент желательно, конечно, чтобы ваши контакты оставались на своих местах, чтобы у вас ваши пины не слетели со своих мест. Убираем наши контакты с него, и он теперь у нас прошит свежей прошивкой. Ну и, соответственно, если он у нас был закирпичен, мы его раскирпичили. Опять-таки напомню, что раскирпичили мы только в том случае, если мы залили в него правильную прошивку. Ну и, как видите, ничего сложного, ничего страшного в раскирпичении приемников тоже нет. Использование USB to TTL адаптер бояться не надо, стоит он копейки на Алиэкспрессе. Да и, в принципе, в каком-то магазине радиолюбителей или Arduino любителей вы можете его найти и приобрести. Полезная штука, пусть у вас в хозяйстве дома будет. Я, правда, еще ни разу не закирпичил ни один приемник, но вот такие вот приемники, которые у меня просто валяются в коробке, я таким способом прошиваю. Итак, 3 из 4 способов, которые мы сегодня хотели пройти, мы уже прошли. Если вам интересно, напоминаю, что не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это все сильно помогает продвижению видео и в том числе мотивирует меня снимать подобные туториалы. Ну, а теперь давайте переходить к современному способу. Я, честно говоря, старовер, я не очень люблю эти все способы через веб, но, тем не менее, ими тоже можно пользоваться и, по крайней мере, про них нужно знать. Открываем Chrome, если хотим полноценно прошиваться. Переходим на страницу Express LRS GitHub IO Web Flasher. И здесь мы, в принципе, видим тот же самый наш Express LRS конфигуратор, только уже через веб. Сейчас я снова буду прошивать уже собранный квадрокоптер. Просто для примера покажу вам, как этим делом можно пользоваться. Что у нас здесь? Выбираем, что мы будем прошивать. Мы прошиваем приемник. Если, кстати, вы заходили на этот сайт, он кэшируется как приложение, поэтому у вас здесь может появиться надпись, что новая версия, обновите. Обязательно обновите, потому что иначе вам просто может не быть видна последняя прошивка. Но в моем случае прошивка 3.5.6 видна, потому что на самом деле, когда я готовился к обзору этого видео, я ее обновил. Само это веб-приложение. Выбираем 3.5.6. Здесь у нас PDB. Выбрали наши версии, нажимаем Next. Первый раз прошиваюсь таким вот способом. Биндинг фраз, по-моему, у меня вот такая она. Регион FCC. Как видите, у нас здесь тоже есть выбор FCC и LBT, при этом нам здесь не приходится думать, что ECM это как раз FCC. Здесь все подписано так, как есть. Wi-Fi seed, Wi-Fi паспорт мне не надо вбивать, я не хочу, чтобы он подключался у меня к Wi-Fi. Flashing метод. Здесь у нас есть 4 варианта. Local download позволяет нам скачать файл прошивки. Выбрали local download, нажимаем Next. И нам предлагают скачать как раз таки фирмвар для него. Но нам это не интересно, мы недаром запустили Chrome. Кстати, вот этим способом мы можем даже через телефон где-то в поле, через даже iPhone в поле получить прошивку и, воспользовавшись вторым способом прошивки через Wi-Fi, закинуть эту прошивку на наш приемник. Но раз мы запустили Chrome, то он позволяет нам использовать все функции. Выбираем способ, каким будем прошиваться. Я буду сейчас прошиваться через Betaflight. Нажимаем Next. Выскакивает окно для подключения к порта. Я ни разу этого не делал, поэтому, судя по всему, меня спрашивают. Потом он, наверное, запомнит. Выбираю. Выбираю. Вот здесь у нас какие-то прошли подготовительные работы. Бла-бла-бла. У меня, говорят, немножко разогнанный кристалл. Хорошо. Нажимаю Flash. Все, пошла прошивка. Все, прошивка завершилась, и теперь здесь у нас
тоже свежий ELRS. Чем удобен способ прошивки через веб-флешер? Это тем, что, по крайней мере, нам ничего не надо скачивать и ставить на наш компьютер. Все происходит в онлайне. При наличии интернета, как видите, это все дело можно сделать даже в поле. При этом не обязательно нам использовать Chrome. Если мы будем использовать тот же самый Safari, если мы будем использовать какой-нибудь мобильный Safari на iPhone или на каком-нибудь iPad, у которых нет доступа к портам, мы можем воспользоваться методом прошивки через Local Download. То есть мы собираем наш файлик прошивки, скачиваем его себе на телефон, потом запитываем наш приемник, ожидаем, когда он поднимет Wi-Fi точку, подключаемся к ней и закидываем файлик прошивки на него, как мы уже делали во втором способе. Все, в поле уже тоже можно будет прошиться. Ну и вот, получается, мы рассмотрели все 4 способа, которые мне известны на текущий момент времени, как прошить ELRS приемник. ELRS передатчик прошивается примерно так же. Как прошивать ELRS передатчик я показывал в том числе и в обзоре на Radiomaster Pocket. Если не знаете, посмотрите. Но в принципе все абсолютно так же. Ну а на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Надеюсь, вопросы прошивки ELRS приемников, по крайней мере, я действительно закрыл по максимуму. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем счастливо и всем пока.